Я придумал снимать видео про геев из Чечни, когда прошлой зимой оказался в Берлине и встретил там ребят, которым удалось сбежать после пыток, задержаний. Они оказались в Германии, и мы проговорили целый день, но они отказались давать интервью. А потом в марте мы были в Америке, и я снимал другие интервью, а в последний день, после интервью с Синтией Никсон, мы оказались в гостях у Оли, Тани и Алии, девочки из Чечни, которая первая согласилась поговорить со мной на камеру. Потом был Амин из Канады, потом были другие люди из Чечни, и те, которые работают в Чечне, и те, которые ЛГБТ-активисты, вывозившие людей оттуда, журналисты, которые освещают Чечню. В общем, постепенно собралось это видео, а тем временем еще вышел фильм «Welcome to Чечня». Этот фильм подробно рассказывает о том, как ЛГБТ-активисты вывозили геев и лесбиянок из страны. Это такой детектив. Мне в этом фильме не хватило ответа на вопрос, собственно, почему там происходит все, что происходит. И я попытался ответить на этот вопрос в этом видео. Чем больше я искал ответа и разговаривал с разными людьми, кто понимают суть дела, тем менее очевидными оказывались ответы, менее простыми. И меня лично очень сильно перевернуло все, что я узнал. И, собственно, это я и хочу вам показать сейчас. Меня зовут Амин, мне уже 28 лет. Я с Грозного, из Чечни. А мне почти 24 года. Во мне это с детства. Я еще в школу не ходила, когда у меня это лечение было. Я до 18 так, возраста считала, что это болезнь. А когда ты поняла, что с тобой все нормально? Когда я поняла, что я не одна такая. В 2017 году я был похищен из салона красоты, где я работал парикмахером. Меня и замуж выдавали, и такая история тоже была. У нас как происходит, если родственники парня знакомы с родственниками девушки, то они между собой договариваются и выдают замуж. Сказали, у тебя свидание, типа ты... И вот так я вышла. Он мне совсем не понравился, даже как человек он мне не понравился. Скрутили мне сзади руки и просто потащили без всяких объяснений на улицу. Он меня бил, я не знаю, что он употреблял что-то. Из-за этого я много раз домой уходила. Но меня возвращали опять. Когда я ехал уже в багажнике машины, они забрали мой телефон еще. Они начали спрашивать мой пароль от телефона. Я не хотел давать пароль. И он просто поднял крышку с багажника, которая была надо мной. Так навел на меня свой автомат и говорит, я сейчас остановлю машину, а я тебя изобью, получу пароль, и мы поедем дальше. И это закончилось, когда он очередной раз что-то принял, позвонил моему брату. Моего брата он начал так оскорблять. Только так меня забрал брат. И типа сказал, больше не вернешься туда. Они после того, как получили мой пароль, начали задавать мне вопросы. Тебе нравятся мужчины, там, делать с ними то-то, то-то. Я сразу понял, что меня похитили из-за того, что я гей. В какой момент кто-то узнал о том, что тебе нравятся девушки? Узнал член моей семьи. Когда узнал, я не выходила из дома, у меня не было ни телефона, ничего. Он меня бил. Честно сказать, внутри было так страшно. Я думал, что я уже больше никогда не увижу там свет после того, как уже багажник откроется. Честно, я думал, что моя жизнь будет закончена. На меня налетела куча таких же мужчин, которые меня похитили. И они просто стали меня избивать ногами. Меня пытали 2 недели. Начали допрашивать имена. Я врал им. Я не знаю, как объяснить. Мой мозг просто автоматически забыл все. Все, что я знал про гей-жизнь в этот момент. Как бы вот блокировалось все. Я забыл имена всех людей, кого когда-то я знал. А им нужны были там, где он работает, там, где он там живет.
И они подсоединили мне провода на мизинце, залили мне в рукав моей куртки воду и начали крутить такую ручку маленькую, которая чем сильнее крутишь, тем сильнее бьет током и быстрее. Я начал кричать, потеть. Я вообще в шоке от того, что происходит с моим телом. После этих пыток током, в итоге не получив ничего, они начинают меня разувать, ставят к стене, и он говорит: все, ты сейчас будешь... Вот это, я сейчас тебя пристрелю. Он заряжает свой пистолет. Другой чувак берет прям мешок мне на голову. Этот мешок прилипает мне на лицо из-за того, что я мокрый, из-за того, что вспотел. И я задыхаюсь в этом мешке. И он ставит мне пистолет, и я сейчас тебя, это последние секунды. И у меня там внутри что-то происходит. Я просто не знаю, как объяснить. Я устала от такой жизни. Я взяла телефон своей матери, у меня не было телефона, залезла в этот ВКонтакте. Там была какая-то группа, где все пишут что-то, кто-то кого-то ищет, для фиктивности. Я туда просто пост написала, типа, вот. И мне там внизу какой-то парень ответил, типа, я прочитал, типа, твой пост, и мне очень захотелось тебе помочь, типа, напиши мне, я помогу тебе с фиктивным браком. Мы поженились, и мы пытались уехать в Европу. Про нас, про вот всю эту фишку как-то узнали тоже мой родственник. И после этого начались еще большие проблемы. И этот родственник приходил к его брату и типа говорил, чтобы меня выдали, чтобы забрать меня и брак этот закончить. Но я не хотела. Минимум, что меня жило, меня бы вернули к тому наркоману. Максимум меня могли просто тупо зарезать. Знаю девушку, которую убили. Они потащили меня в комнату, и там в углу одном сидят геи, которых поймали, в другом сидят другие парни, которых поймали по другим причинам. И точно так же пытали, как меня и других. Меня закидывают, мне дают листок и ручку и говорят: вспоминай тех, с кем ты спал, с кем ты был в отношениях, запиши это все на листок и отдай нам. И каждый раз, когда они приходили, мне нечего было писать, и они били меня. Там были 3 смены, и твои первые 3 дня, из-за того, что каждая смена видела тебя нового, реакция каждой смены была своеобразна. 3 дня были самые тяжелые. Дальше нас начали использовать как рабочую силу, машины мыть, там стройки доделать, которые мне охота было доделать. Спустя 2 недели мы получили вот такие такие надежды, слухи, что нас могут выпустить. До этого над нами много шутили, что нас тогда шутили, но мы не знали, что мы оттуда не выйдем живыми. Нас угнетали вот так вот каждый день. Собрали у нас номера телефонов домашних, собрали нас всех, по-моему, по 3 представителя из семьи, и это должны были быть мужчины, которых они потом пристыдили тем, что они поймали их братьев-геев. Те стоят униженные, там очередные люди, которых ставят очередной зал и очередной раз унижают за то, что их ребенок что-то сделал. Говорят про мою жизнь, что она ничего не стоит, что такое, что я — это позор Чечни. Те люди, которые похищают, пытают людей. Если сейчас говорить именно про гомосексуализм, у нас считается, что в девушку вселился джин-мужчина, и он типа влюбился в эту девушку, в которую вселился, и поэтому он не дает этой девушке влюбиться в другого мужчину. И у нас есть специальные обряды, которые делают. Я сама добровольно ходила туда, я хотела избавиться от всего этого, но мне надели на голову просто платок, и мне в ухо очень громко что-то на арабском орали. Но есть другие практики. Человека так на белую простынь кладут, и ему там ухо
очень громко что-то орут, по ногам бьют. Я сама была свидетелем того, как у одной женщины начался приступ, и она начала говорить мужским голосом. Вот эти избиения палками, еще какими-то способами, они продолжаются до того, пока человек не начинает признавать, что да, я джин. Им приходилось говорить: да, я джин, я вселился, чтобы они просто отстали, потому что ты лежишь голый на каком-то простыне, и тебя бьют. Ну, это довольно типичная история. Все они рассказывают одно и то же, о том, что их ведут в исламский центр и пытаются выбить из них джина вот таким вот образом. Потому что, в первую очередь, если что-то не так у нас, в принципе, даже психические какие-то заболевания, идут с этими заболеваниями к исламскому доктору. Депрессии какие-нибудь, не знаю, нервные срывы, даже с этим ведут к целителю или к экзорцисту, потому что нету понимания того, что это такое. Нету попытки разобраться в себе, и поэтому в первую очередь идут вот туда. У меня, я помню, была история с родственницей, она заболела, у нее было какое-то психическое расстройство, и ее таскали года 2 по всяким там молам, в какие-то соседние республики возили, лечили какой-то исламской медициной, и в итоге только через 2 года они ее только повезли в клинику. И сказали, что вы ее запустили, все, и она там через какое-то время умерла просто. Так что да, с этой девушкой и со всеми остальными, с которыми я знакома, с которыми я разговаривала, у них у всех такая же история. Их ведут лечиться и изгонять джинна. Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи, которые пишут про Чеченскую республику, про народ и про те события, которые у нас происходят, якобы есть задержанные, всякие, там, господа, хорошие люди, в кавычках, пишут на то, что у нас в республике, даже говорить про это неудобно, людей задерживают, там, убивают. Получили сигналы от людей, которые уже Выехали. избиты, да, выбрались сами. Они начали писать в разные организации, прося помощи для тех, кто там еще был в тюрьме. Это когда было? Это было в конце марта 2017 года. Я была руководительницей российского МВД сети, и нам пересылали и коллеги из правозащитных организаций вот эти обращения о том, что там просто геноцид. Сколько таких людей было тогда, в 2017 году, когда вы про это узнали? Жертв? Когда мы узнали, мы не знали, сколько таких людей. Сейчас понятно, есть какая-то статистика? Каждый человек, кто добирался живым, говорили, что там у нас примерно человек 40, примерно человек 30 одновременно находилось вот в этом месте, вот в этом подвале. Мы пытались свести, я скажу потом цифры, просто хочу сказать, что это все непонятно, это все условно. То есть цифра, людей, которые прошли через нас. Сколько через вас прошло? Через нас на тот момент, в 2017 году, мы вывезли это статистика, которая везде у нас фигурирует, 150 сколько-то человек. Вот на сегодняшний день это уже больше 200 человек. То есть по меньшей мере, можно сказать, что 50 тысяч в республике человек — это так или иначе ЛГБТ-люди. Мы знаем, что вывезли около 100 за все эти 3 года. 177. Есть точная цифра? Да. 143 из них из России вывезли. Из Чечни 177 всего, из России 143. 30 находится в России сейчас. Да. Если даже говорить про то, как это было в 2017 году, то это была какая-то идейная, просто, мне кажется, даже идейная кампания, да, то есть очистить кровь, очистить нацию. А если говорить про 2018 год, то это уже превратилось в способ зарабатывания денег. Когда людей забирали не просто для того, чтобы там
устроить популистские акции с участием родственников, а просто чтобы на этом заработать деньги. До этого их тоже ловили, их шантажировали. Там какие-то доказательства доставали. Фото, видео, переписка там, и дальше ставили на счетчик. 15 тысяч в месяц брали у кого-то, 30 тысяч в месяц брали. И вот таким образом они довольно долгое время откупались. Я помню даже начало всей этой истории, когда они первый раз только появились на видео. Это были еще такие кнопочные телефоны с очень плохим качеством видео рассылались. Это был год где-то, наверное, 2009-2010, что-то типа такого. И вот как стали о них говорить, эти видео стали появляться. Что это за видео были? Что? Как ловят в машинах, где-то палят их ловят и снимают, говорят, вы что тут делали, а все, в общем, вы попались. И вот такие вот видео, видимо, таким образом их шантажировали. То есть нельзя сказать, что о них не знали до 2017 года. О них знали, просто до них в то время, видимо, не доходили руки. То есть изначально, когда задерживали в подвалах, да, то есть продержав их там по 2 недели, кого больше, кого меньше, они собирали, по крайней мере, лорд так называемый, да, Даудов, собирал их в актовом зале, собирал родственников, их выставляли в шеренгу и по факту вот представляли, смотрите, эти люди позорят чеченский народ, и вы должны предпринять меры, вы должны на них повлиять в плане как-то смыть позор. То есть практически семьям предлагали их убить. Есть задокументированные доказательства этого? Есть, но не у нас. Это снималось все на видео. В WhatsApp некоторых людей, которые это устраивали, это есть. По крайней мере, было. Потому что люди, которые там жертвы, говорят о том, что это снимали на мобильные телефоны. Потом ты говоришь, кто они стали зарабатывать на это? Полиция Чечни. То есть самая распространенная схема, когда они ловят на живца, то есть где-нибудь в Хорнете назначается встреча, парень приезжает в квартиру, в квартире в ванной может уже ждать полиция, пацана задерживают, увозят, 2-3 дня мучают, пытают, как они обычно бьют палками по ногам, по ягодицам, по спине, к пальцам присоединяют ток. И потом, собственно, предлагается родителям заплатить хорошие деньги для того, чтобы сына отпустить. Но это противоречит той же идее, что родителям предлагают их убить. Странно предполагать, что человек, который готов заплатить 1 000 000 рублей, будет убивать своего сына. Это уже от семьи зависит. Он может заплатить 1 000 000 рублей, просто чтобы это нигде не всплыло. А потом убить своего сына. А может просто отмазать. Семьи тоже разные, да? На самом деле очень разная история, потому что у женщин такими людьми, которые совершали акты насилия какие-то, и преследования, это были отец, брат или родители, или какие-то родственники по мужской линии, и они принимают решения. Те, кто попадал в подвалы, то женщины, как правило, не выходили, потому что женщина не может провести ночь с незнакомыми мужчинами, а даже отделение полиции или РОВД – это уже время с незнакомыми мужчинами. Это должно быть если наказано. она попала в отделение полиции, то… Собственно говоря, все те же пытки и унижения, которые проходили, это голод, это избиение, это изнасилование, это унижение через приписывание другого гендера. То есть его, например, называют Мишей, когда это Мария, я сейчас очень грубо говорю. И нет никакой системы, все зависит от фантазии насильника, потому что ты полностью попадаешь в его распоряжение. Женщина сама испытывает глубокие угрызения совести, и стыдно и страшно показаться семье. Поэтому вариантов, собственно говоря, у тебя нет после того, как ты все это прошла. Ты либо будешь убита там, либо сама это сделаешь. Там прямо в отделении? Да, прямо в отделении, да, конечно. Либо сама это делаешь. Просто есть у нас очень много информации о тех девушках, которые были, но дальше информации о том, что с ними произошло, нет. Сама это сделаешь, в смысле суицид? Да, это суицид. Это суицид как собственный выбор или как давление брата или отца. Не каждый отец, обычно отцы не мечтают убить своих дочерей. Да? И это очень тяжелый шаг на самом деле, когда ты вынужден это делать, чтобы спасать семью других своих детей. И поэтому периодически мы слышали истории, когда женщины говорили, что брат передал мне пистолет и просил, чтобы я сделала это сама. Или есть случаи, когда на очень странные смерти, девушка сидит дома в заперти после того, как ей был сделан аутинг, и она умирает от отравления. Скажи, пожалуйста, насколько критична ситуация? Дело в том, что мой дядя узнал про мою ориентацию недавно. Ого.
Он в любом случае меня убьет. Аня, мы приедем. Мы начали получать первые сообщения из Чечни о том, что в Чечне происходят массовые задержания геев. Мы можем поехать, поедет с нами чувак, доедет до какой-нибудь с нами станции, как только я вышел с метро, двери закрылись, и больше ты в России не был. I wanted to ask you about the alleged abduction and torture of gay men in the Republic. Это ерунда. У нас таких людей нету. И практически сразу было решение принято о том, чтобы людей спасать, эвакуировать. У нас не было такого опыта. Нужно же людей скрывать, нужно их искать им визы, какие-то пути тайные, вывоза из страны. Бегом, бегом, бегом. Все, у меня, короче, паника начинается. Они будут искать, я это прекрасно все знаю. Я не буду делать все, чтобы это никогда не всплыло. Изменить ситуацию может только человек, который прошел эти пытки и заявит об этом публично. Они будут делать всевозможные действия, чтобы заткнуть меня. Мой муж фиктивный, он дал мне контакты. Я связалась с организацией, описала свою проблему, рассказала подробно свою историю, и они мне помогли. У меня не было ни паспорта, ни денег, ничего. На такси я деньги нашла, а все остальное для меня сделала вот эта организация. Мы там проделали большой путь, мы и в шелтере жили, и места разные меняли. У нас в Чечне, если человек пропал, его уже не объявляют в розыск как пропавший, потому что мне 18 есть, я могу написать, что я по собственному желанию уехала, и поэтому они приписывают обычно либо наркотики, либо типа, что человек хочет там уехать в Сирию, ИГИЛ. Я не знала, сколько у меня времени, я знала, что меня заберут, если я не уеду. И когда я уезжала, я не знала, куда я еду. То есть я не знала, подстава это или очередное что-то. Мне было вообще плевать. Главное, чтобы если окей, меня там убьют, хорошо, пусть так и будет. Я уже... Мне было... Все нормально. 17 марта меня выпустили спустя 2 недели. Мне было страшно увидеть человека с бородой длинной, правда. В первое время я страшно параноил. Перед тем, как я улетел, я просто в машине сидел и увидел человека в камуфляжке и просто... 22 марта я уехал, день своего рождения. Я сижу в самолете, он еще не взлетел. Я уже начинаю плакать, то есть я уже не могу это сдерживать. И рядом со мной сидит парень, уже самолет трогается, и он мне говорит: на, послушай музыку. И он мне просто дает что-то послушать. Меня это немножко успокоило. То есть меня успокоило даже то, что человек отреагировал на то, что я плачу. Все потеряно. Я еду абсолютно потерянный. Не знаю куда. Лечу в Москву. Я знаю, что я не хочу останавливаться, да. Хочу дальше. То есть мне было страшно. У меня были кое-какие деньги, которые я получил подарком на свой день рождения от своих коллег. И к тому моменту, когда у меня эти деньги заканчивались, вышла статья о том, что ЛГБТ-сеть помогает людям, которые попали, как я, в беду. Для человека, который потерял все, и у него заканчивались деньги, и у него была страшная паранойя просто выйти из комнаты, это было благословением. Услышать такую новость, что ему помогут, его будут опекать. То есть пока он не уедет из страны. Я ждал этого момента, то есть уехать из России. Я ждал этого момента, оставить эти страхи позади. Мне сказали, что здесь можно быть свободным, здесь можно быть геем. И с того момента, просто как я сошел с самолета, я чувствовал себя, я не знаю, как это объяснить, что я приехал все-таки
как-то к себе домой. Я говорю это потому, что я вырос в 90-е, то есть 2 войны, то есть я вырос в большой семье. А я приехал сюда и просто я бегал по этим улицам, как ребенок, который никогда ничего не видел такого красивого и свободного. Тебе часто угрожают? Ну, не часто, но бывает. Как правило, это связано с какими-то конкретными кейсами, когда ты кого-то вывозишь или... тогда да. В основном с девушками. С девушками, если вывозишь, то тебе сразу начинают угрожать. Родственники, сотрудники полиции, неизвестные мне люди, которые представляются какими-то поисковыми отрядами Кадырова или еще кем-нибудь, с формулировкой «ты забрал практически собственность, украл» и все прочее. Парней этого не происходит. Ну, с парнями же как? Либо они уходят сами, да, то есть ты им просто помогаешь уйти. И, как правило, родственники, если они об этом ничего не знают, то парни вроде как уехали на заработки куда-нибудь в Москву или в Питер. И так, нет таких поисков, что их кто-то ищет. Полиция же впрямую его не ищет в лоб. Они могут писать угрозы, они могут говорить, давай возвращайся в Чечню, вот, там, не позорь нацию или еще что-нибудь. Про девушек это очень интересно. Я тут недавно говорил с антропологом, с Ювалем Харари, такой писатель, и он как раз говорил, что в древние времена преступление, изнасилование женщины, это было преступление против ее отца, либо против ее мужа, потому что речь шла о собственности. По Библии, мужчина, который насилует женщину, совершает преступление по отношению к собственнику женщины, то есть отцу. Если она замужем, все чуть иначе. Но по Библии, если мужчина насилует незамужнюю, это считается покушением на имущество владельца, имущество, которое было испорчено. И решить эту проблему можно, просто заплатив денег или золото собственнику, отцу или брату. Но мы как бы говорим о ветхозаветных библейских временах, когда рабство и торговля были нормой, и женщина была более-менее собственностью мужчины. Что-то поменялось в Чечне? Ты имеешь в виду, что в Чечне ничего не поменялось? Нет. Если и менялось, то точно не сейчас. Сейчас как раз, мне кажется, стремительное возвращение Чечни в обратную сторону, к каким-то первобытным средневековьем, например, не знаю, да. То есть как бы туда уходит очень далеко. Исламизируется все, и да, действительно, женщина становится собственностью. Сначала ей распоряжается ее отец, потом ей распоряжается ее муж, сама она не распоряжается собой никогда. Когда ты пересекаешь границу, это же другой вызов, это другая история, где ты остаешься один, абсолютно. Она остается одна, без знания языка, без подруг, без близких людей, без коммуникации с близкими людьми. Какие сразу механизмы начинают срабатывать? Самые простые, которые мы знаем, да, алкоголь, наркотики, саморазрушение и все остальное. То есть, Происходит дальше, как они развиваются? Снижение уровня доверия, безумное сожаление о том, что было сделано, и поиск каких-то альтернативных решений. А может быть, вернуться, а может быть, все не так плохо. И там же начинаются еще некие манипуляции, потому что там действительно переживания за то, куда делись дети, а может быть, и стремление спасти других детей, да. Но одни из самых распространенных моделей, когда говорят, мама при смерти, а ты очень любишь маму. И ты должна или должен приехать. И что бывает потом, если они приедут? Ну, как правило, это все, это билет в один конец. Люди пропадают. Но пропадают навсегда. А сколько вообще случаев было у тебя в практике, которым удалось избежать? Больше 50. И из этих 50 сколько порывались вернуться обратно? Ну, такие сомнения есть практически у каждого. Я тебе могу сказать, сколько девушек погибло. Сколько? 5 девушек погибло. Это те, кому не удается выбраться, или те, кто принимает решение вернуться, потому что просит мама, например. Ты пыталась их удержать, но они все равно вернулись? Я не могу никого удержать, я могу рассказать про риски. Человек сам принимает решение. Как правило, девушка знает, что там ее ждет. И все равно едет? Знаешь, что едет на верную смерть? Да, и все равно едет, потому что когда ты понимаешь, что если ты не вернешься, то, скорее всего, пострадают твои младшие братья, скорее всего, пострадает твоя мама, фактически это сознательное принесение себя в жертву во имя семьи. А с парнями как? Мальчик воспитывается все-таки в кавказской культуре как такая более индивидуальная и ценная персона. То есть даже если ты гей, ты все равно остаешься человеком. А женщина изначально рождена недочеловеком, не имеющая прав. Да. Поэтому у мальчика, как правило, больше опыт индивидуальных самостоятельных принятий таких вот решений, да, в свою пользу.
Они очень привязаны к своим семьям. Очень сильно. Просто настолько, что это какие-то... Они знают, что это угрожает их жизни. То есть вот этот человек, например, поехал, потому что ему сказали, его мама позвонила и сказала, что... Не его мама, его приемная мама позвонила, тетя его. Сказала, что он плохо себя чувствует, что он в больнице. И он сказал, ну как, я не поеду, не попрощаюсь с ней. Он поехал, ну и все, он больше не вернулся. А мама зачем это сказала ему? Чтобы он приехал, чтобы его дяди и там кто братья его убили. А зачем она это сделала? Зачем? Потому что он гей. Самый главный вопрос. Почему именно сейчас, с 2017 года, и именно в Чечне, в Грозном, происходят в таком масштабе вот эти задержания и пытки ЛГБТ-людей? На него хочется дать сразу какой-нибудь простой ответ, например, религия. Ислам как бы очень строго относится к ЛГБТ, но это не совсем правильный ответ, потому что ислам – это религия, которую исповедуют на большей части земли и много веков. Что на самом деле говорит ислам? Действительно ли в этом причина? К сожалению, я не очень сильна, во-первых, в религии, во-вторых, я могу сказать, что я лично пыталась найти, но нигде не нашла вот это вот какого-то приказа, что ли, убивать геев. Там есть библейское сказание о Содоме и Гоморе. Да, вот это вот все. И в исламе та же самая история. В шариатском праве, возможно, там есть какие-то прямо предписания о том, что геев нужно убивать, но я не нашла никакого, не увидела. Я прямо пыталась найти, но я не нашла никакого доказательства того, что от геев надо избавляться. Я жил в Чечне, и я помню свободную Чечню. И я видел парня, который одевается в женское платье в Чечне, когда я был ребенком, пока не случилась война и военные действия. Это ерунда, что геев не существует, что геев нет. Есть геи, и они всегда существовали. Есть тема чеченская, и она довольно давно существует, да, то есть как бы и раньше, мне кажется, при Ахмаде Кадырове, да, они чувствовали себя довольно свободно, то есть у них были места, где они встречались, были такие тусовочные квартирники. То есть действительно было кафе, в котором собирались, это мне рассказывали очень многие чеченцы, в Грозном собирались меньшинства. И никто никогда им не запрещал вообще тусить там, и все об этом кафе знали, по-моему, на минутке, по-моему, во время войны. У меня был одноклассник, про которого все девчонки прикалывались, потому что Адамчик, наша подружка, и он на это не обижался. Он потом пошел учиться на художника. Я до сих пор знаю, он не женат. История с преследованием геев и ненависти к ним – это скорее не про религию, это про традиции, про адаты. Потому что, как я это вижу, чеченские мужчины все как один объединились вот в этом вопросе преследования геев. Они объединились и чекирийцы, и там дыровцы, и какие-то обычные люди, и даже правозащитники какие-то. Настоящие правозащитники, да, они все как один согласны с тем, что с ними надо каким-то образом бороться. Как мне кажется, это происходит по той причине, что чеченцы, они не воспринимают себя как по отдельности, да. Мы воспринимаем себя как одно единое целое. Самое главное, что, во-первых, поменялась ситуация в связи с политическими изменениями на территории всей России, да, поменялась Северо-Кавказ наиболее чувствительная территория. Что изменилось в связи с политическими изменениями? Угроза смерти стала гораздо выше. Угроза того, что тебя убьют, она практически 100% при аутинге. У нас вообще на территории Российской Федерации нет ценности жизни, а на Кавказе ценность жизни, допустим, отклоняющегося поведения, да, человека с отклоняющимся поведением, в кавычках, она вообще потеряла любую, не то что ценность, даже площадку для обсуждения, можно ли как-то по-другому. И вот эта фраза, да, что в Чечне геев нет, это на самом деле не вывод, не констатация факта, а это приказ. Говорить о Чечне вот просто так поверхностно, о каком-то народе, который вот должен по каким-то нашим правилам жить, это настолько невежественно, потому что либо ты хочешь разобраться и услышать, и действительно понять, либо ты хочешь туда приехать, и вот со своим, значит, вот, понимаешь, да? Сколько времени вы снимали этот фильм? Мы снимали 18 месяцев, 20, если считать подсъемы.
Начали мы съемки в августе 2017-го, ровно 3 года назад. А сколько времени вы провели в Чечне? Буквально несколько часов. Въехали и выехали. Так что у меня не было времени толком увидеть Чечню. У меня создалось впечатление, что гайки там крепко закручены. Конечно, в такие места ты приезжаешь уже с какими-то стереотипами. О Чечне ходит дурная слава, как об авторитарной республике. Было ощущение какой-то физической духоты. Нервы сжимались в комок. Нас задержала полиция, и когда отпустила, мы выдохнули. Было круто освободиться, и особенно круто уехать оттуда. А вот как вы считаете, ваш фильм может что-нибудь изменить? Как он повлияет на ситуацию, по-вашему? Главная цель фильма — это рассказать иностранным правительствам о том, что происходит в России. Что есть проблема, которой международное сообщество не проявило никакого внимания. Причем она не ликвидирована. Мировые лидеры должны призвать российское правительство и лично Кадырова к ответу. Репрессии к Чечне должны прекратиться. И второе, чего они должны потребовать, это отправление правосудия. Как в отношении выживших, так и тех, кого мы уже никогда не увидим. Жертв этой чудовищной кампании. Только один человек, Максим Лопунов, подал иск в суд. Поставили вот лицом к стене, и он меня продолжительное время вот избивал. Сначала один, потом они поменялись. Один стоял, сбивали трубами этими пластиковыми, полипропиленовыми. Опять же, я не могу сказать, сколько по времени было, но довольно долго. То есть я уже падал на ноги, потому что на ногах стоять не мог. У меня отбиты были ноги, бедра, ягодицы, спина. Наверное, я хотел бы просить все-таки и правительство, и СМИ заняться этим делом. Но российский суд отказался начать дело производства. Следственный комитет даже не рассмотрел исковые требования, поданные им. И все ходатайства тоже были отвергнуты. Это не закончилось ничем. Юристы Лопунова использовали все возможности в рамках местной юрисдикции. Если говорить прямо, то у нас есть уголовное преступление, которое суд отказался расследовать без рассмотрения улик. Поэтому Лопунов пошел со своим делом в европейские суды, и там оно было рассмотрено. Международные лидеры должны проконтролировать, чтобы Россия выполнила решение Европейского суда, которое он вынесет в результате расследования этого дела. Каких результатов ты ждешь от этого фильма? Вот ты в нем снялся, фактически рискуя жизнью. Ради чего? Наверное, задача была показать тем, кому важно понимать, что происходит на самом деле, то, что происходит на самом деле. И для меня этот фильм, это тоже и для моей команды, это фильмы как адвокационный инструмент. Да? То есть мы продолжаем добиваться расследования за рубежом, и нам важно показывать людям, с которыми мы это расследование добиваемся, как происходит все внутри. Но теоретически каким может быть разрешение этой ситуации? Что может произойти, после чего людей там перестанут ловить, пытать, убивать? Если хотя бы по одному заявлению человек дождется какого-то правосудия, да, когда его виновников накажут, наверное, следующие подумают, а стоит ли это делать? Может быть. Да, но будем реалистами. Если до этого ты говорил, что в самом корне этой проблемы стоит один конкретный человек, то пока он находится у власти, очевидным образом там ничего не изменится. Я правильно понимаю твою логику? Ну, очевидным образом, да, пока Рамзан Кадыров стоит у власти, мало что поменяется. Кадыров, везде Кадыров, это такое ощущение, что на этой фамилии пытаются проехаться многие, но мне кажется, проблема не только и не столько в нем. Не будет Кадырова, будет другой. Если он скажет, убивайте геев, люди, будут их убивать. Все те люди, которые меня знали, везде в Чечне, кто только не обслуживался у меня,
ни один человек не хотел заступиться за меня из-за того, что я гей. Но здесь сейчас вот устроили эту тему, причем эту тему, ее все больше и больше на эту тему, значит, напирают, про нее снимают кино и так далее. Нужно понимать, что дальше происходит вот в республике. То есть мы можем говорить на эти темы здесь удобно сидя. Потом мы должны понимать, что рана вот это вот, или там, я не знаю, болезненное место, да, мы просто на него нажимаем, и все больше и больше людей страдает. Это не как-то тихо рассасывается со спасением жизни и так далее, а вот громко. Что происходит сейчас? Это оскорбление семьи. Вот он это вот произнес, да, то есть вы, если у вас такой член семьи, там, я не знаю, я не помню цитат дословно, но это позор всего рода. А род – это иногда целая улица людей. То есть это целые много домов. И всех этих людей начинаются проблемы дома, на работе. Все, ты ходишь с этим пятном несмываемым. И ты знаешь, как долго разборки ведутся в Чечне? Они ведутся десятилетиями. Ну вот лидер сказал, что на твою семью падает род, потому что у тебя член семьи из меньшинств. Или там, например, сейчас это ковид. Ты слышал цитату лидера Чечни, который говорил, там, он гуляет со своим, значит, вирусом, надо хватать, в какой-то карцер там запирать. То есть это вот прямое видео, на котором он говорит на собрании, что нужно вот так наказывать. То есть это до этого было ЛГБТ, сейчас это может быть кто-то, кто нарушает закон самоизоляции, да. И дальше идет сразу же реакция по всей республике, она очень маленькая. И все понимают, значит, вот страшно, будет страшное наказание. И вот так живет чеченский народ. Я больше склоняюсь к версии о том, что это такая очередная волна работы руководства республики. Да, они же типа как блоками работают, скажем так. Вот квартал, например, отлова наркоманов. Потом бывает целью становятся люди, которые сочувствуют там каким-то радикальным движениям, то есть ИГИЛ, например. Потом какие-то люди, которые пьют, и вот как типа очередная такая волна, очередное обострение, надо было вот кого-то защищать, еще что-то делать, какой-то результат показывать, и вот мишенью стали они. В какой-то момент до меня дошло, что все эти люди, которые и которых пытают, и которые пытают, это люди, которые помнят с детства 2 чеченские войны. И насилие, которое произошло в таком чудовищном масштабе так недавно, 20 лет назад, оно не могло немедленно испариться. И есть какая-то даже злая ирония в том, что эти девочки и мальчики оказываются в подвалах, в тех самых подвалах, где проходило их детство, пока снаружи шли бомбежки. И я абсолютно уверен, что чеченские войны – это, безусловно, важный фактор, который многое объясняет про насилие, которое происходит сегодня. Это длинный кирпичный забор, бежит 4-летняя девочка, и за ней по стене идет автоматная очередь. Все это видят. И эта автоматная очередь обходит ее и проходит дальше. Девочка по инерции добежала, заскочила за угол и упала там, оказывается. 2 пули прошли через нее. Некоторые мои ровесники говорят, что не помнят. Я помню все. Даже вот эти кадры Грозного, да, вот эти вот кадры, вот этот свой страх смерти, вот это все, оно как бы преследует человека и живет с ними. 27 января 1997 года президентом ЧРИ избран Аслан Масхадов. И вот про это время люди рассказывают очень по-разному. В общем-то, почти светский, многонациональный в советское время Грозный стал городом религиозным. Свобода слова, надежда на мир и, может, даже в итоге на независимость. И одновременно с тем жизнь в разбомбленном городе, нищета и иногда шариатские суды. И страх, что война вернется. Все чеченцы говорят о том, насколько разными были эти 2 войны, и насколько вторая, с террористами с одной стороны и контрактниками с другой, была страшнее и бесчеловечнее. Вторая заставила людей вообще забыть о смысле происходящего. Она уже почти не имела отношения к реальным интересам мирных людей. Сколько я помню, день, когда по 1000 человек от терактов погибали в Чечне, никто не проходил реабилитацию.
Потому что как будто мы вот так вот должны, не люди, да, как роботы. Вот. И никто даже не предлагал. Вот отсюда и последствия. Я 20 лет интересовалась этим регионом и приехала туда в октябре 1999 году, когда Грозный бомбили. И люди бежали, просто сотни тысяч людей бежали туда-сюда. Они бегали между Ингушетией и Чечней, их дома были разрушены. И это было тогда признано, ты знаешь, что по итогам войны самый разрушенный город на земле. То есть после Сталинграда вот Грозный был абсолютно сровнен с землей. У каждого 30+ человека, живущего в Чечне, в голове взрывы, вот эта беготня. Ты представь себе грязь по колено, в ней стоят палатки. Там женщины в этих резиновых тапочках, надетых на носки, предлагают тебе чай в палатке. И любой другой народ, я думаю, ну то есть если бы у него не было каких-то очень глубоких традиций, как в Чечне, наверное, просто сошел с ума или там как-то ассимилировал, распался. То, что бежали десятки тысяч человек вообще из страны. Да, убитых было невероятное количество, похищенных, пропавших без вести. Это просто какие-то чудовищные цифры. И абсолютно в каждой семье, которую я знаю, эта война до сих пор открытая рана. И я могу сказать, что насилие над женщинами, например, оно имело место после окончания войны. Это была прям вспышка насилия над женщинами. Насколько я разговаривала с людьми, мне говорили, что это происходит по той причине, что во время войны женщины, они стали зарабатывать, потому что мужчин нельзя было показывать, выпускать, их прятали, их отправили подальше. Вот. Я просто по своему примеру знаю, по своей семье. Мы отправили всех наших братьев как можно дальше, и вот их не было несколько лет. Когда война закончилась, они вернулись, а тут женщины, которые, в принципе, там поняли, что не так уж это и трудно, оказывается, зарабатывать на жизнь. Кто-то на рынке стоял, кто-то там даже за руль пересели, многие женщины там стали каким-то мелким бизнесом заниматься и зарабатывать деньги. И вот после того, как стало безопасно, мужчины решили восстановить эту справедливость, да, в семье, вот этот порядок, который должен быть. И была вот такая вспышка насилия семейного, домашнего. Вот это факт. Стали запрещать, вот я могу рассказать про свой конкретный пример. Когда мои родственники вернулись, отец, братья, им не понравилось то, что я занимаюсь общественной деятельностью, то, что я там все время куда-нибудь езжу, в командировки какие-нибудь, задерживаюсь на работе, и мне довольно грубо, иногда с применением домашнего насилия тоже пытались это запретить. Я долго очень боролась с тем, чтобы объяснить этим людям, что ничего плохого или позорящего вас я не делаю. Я пытаюсь кормить семью, вот, при том, что они не могли найти работу, они не работали, но все равно им это не нравилось. И факт, что они не могли найти работу и чувствовали себя какими-то, не знаю, не такими мужественными, да, не могли выполнять свой прямой долг, это их еще сильнее раздражало. И они как-то пытались показать, что вот они главные. И в итоге мне пришлось на словах им все время говорить: да, вы главный, вы все тут решаете, но я вот схожу на работу и вернусь. И еще еду принесу, окей, можно? Обязательно нужно было разрешение. Для них это было важно. С этого разрешения я ходила на работу. Такая вот ситуация была. Тысяч человек, статус вынужденного переселенца, получила официальный статус, выехало больше. Я думаю, что выехало около 1 миллиона. Люди, которые с войной, с убийством столкнулись с детства. И это, видимо, человеку меняет его психическое состояние. Это фактически такие люди нуждаются в реабилитации, но не только не было реабилитации, а вместо реабилитации была безграничная, абсолютно неконтролируемая свобода действий у тех, кто оказался у власти.
Ну вот и это результат. Им все время нужно с кем-то бороться. Им все время нужно с кем-то сражаться. Им все время нужны вот эти вот стрессовые состояния для себя самих. Мне так кажется. Я думаю, что психологически это понятно. Почему такая жестокость? Потому что жизнь вокруг жестока, и потому что она их воспитала такими. Опять же, это объяснение, но не оправдание. То есть это не воля руководителя республики? Нет, это общество такое. Они все едины в этом мнении. Пока ты их не спрашиваешь, почему этого раньше не происходило. Люди знали о том, что они у нас есть. Опять же, доказательства в виде вот этих видеозаписях, которые гуляли в нулевых годах. Просто в то время все подумали, реакция была фу, бэ, вот так вот, и все, увидел и забыл. Лучше бы я этого не видел. Вот такая реакция была. Просто никто в лоб не говорил, а вот твой сын гей, вот. Или не спрашивал, а вот если твой сын гей, что ты с ним сделаешь? На такой вопрос тебе любой чеченец практически, он тебе скажет, что с ними надо расправляться. Потому что если ты так не скажешь, то это тень сомнения на тебя. Что ты вообще за мужик, если ты считаешь, что геи нормальные люди. Законы ислама, они имеют некие такие особенности. Нигде напрямую не прописано, что геев надо убивать. Да. И очень много толкований разных. В одном из толкований, например, сказано, что если гей живет и не соблазняет других мужчин, то приглашайте его на похороны и свадьбы. То есть он полноценный член общества. Ничего абсолютно не сказано про женскую сексуальность, поэтому непонятно, что делать с лесбиянками. Это вообще нигде не прописано ни в адатах, ни в шариате. Да? И появляется у нас другая некая еще линия. Это законы Российской Федерации, которые дают нам некий месседж о том, что есть закон о пропаганде, и, собственно говоря, можно делать наказание, некое наказание причинять. Да? И четвертый уровень, четвертое плетение – это политический строй. Если мы берем Чечню, то это тоталитарный политический строй, где любое решение главы Чеченской Республики будет исполнено, даже если это противоречит адатам, даже если это противоречит шариату, даже если это противоречит законам Российской Федерации. Например? Ну, слушай, адаты и вот эта вся традиция, и ислам, и многое другое есть не только в Чечне. Есть в Дагестане, в соседнем, нигде нет такого тяжелого Дагестан положения. это совсем, слушай, другая история. Нет, но вообще, потому что... Адаты есть? Нет. Ислам есть? Нет, нет, вообще другая. Слушай, абсолютно, что я могу еще целый час теперь рассказать про Дагестан, в котором я тоже очень много работала. Это 33 народа. Этнические группы, 33. Да. Это абсолютно не один народ, который как одна семья живет. Это много-много-много-много семей, в которых абсолютно куча лидеров своих. И ты попробуй там Кумыку или Лезгину. Ты только скажи, что делать. Они сами решают, что делать. И система взаимоотношений кажется тебе гораздо демократичнее в Дагестане, в разы. Именно потому, что там нету вот такого отточенного какого-то пирамидального построения общества. Ведь мы пытаемся понять, почему в России пирамидальное строение общества. Мы думаем про Чингисхана, мы думаем про то, кто вообще первый начал, да, построение такое. И есть пирамидальное, есть там горизонтальное. И в Дагестане очень сильно горизонтальное. Да, я имею в виду да? совершенно другое. Я имею в виду, почему при том или при той или другой структуре, иерархии и управлении здесь такая большая проблема с ЛГБТ-людьми, а там потому что, не смотри, такая ты только большая. съезди в Махачкалу, ты приходишь в любой ресторан, там сидит женщина, у нее грудь вся наружу, понимаешь, она сидит с большой кружкой пива и пьет. Когда ты ее спрашиваешь, ты мусульманка? Она мусульманка. Никакого платка у нее на голове нет. Я мусульманка, но я там, наверное, я суфий, да, светская. Вот, там рядом сидит девушка вся закрытая, она даже поднять глаз не может, как ей стыдно смотреть на это. И вот такое взаимоотношение везде и всюду в Дагестане. Мужчины пьют, там женщины курят, и это, понимаешь, современное искусство бурлит. Масса всего интересного происходит, но это совсем уже другая история. В Ингушетии тоже довольно плохо все. Ингушетия больше всего похожа на Чечню в этом плане. У нас, в принципе, все одинаковое, что традиции, что язык, религия, плюс это ближайшие наши соседи.
Все остальные их война как таковая не коснулась. Дагестан очень разный, он большой, в нем много разных национальностей. Там нельзя притянуть кого-то за тейп. Ну, можно, но не будет вот такого эффекта, да. Я думаю, что причина в войне, в радикализации, исламизации, опять же, консолидации вот этого общества против там такой вот беды, как война. Мне кажется, для того, чтобы что-то поменялось, наверное, нужно оставить народ, любой, не только Чечню, на протяжении какого-то периода без потрясений. У нас же с периодичностью там в 50 лет, последний 20 век случались очень большие катастрофы, и непосредственно с чеченским народом. И это очень сильно сплочало народ, и отсюда и появилось вот это, что мы не можем быть каждый сам за себя, потому что мы не выживем, мы должны быть все вместе. В плохие времена у этого были плюсы, а в мирные времена у этого такие вот минусы, вот такие последствия, как то, что типа геев не может быть в нашем народе, потому что народ — это как единое целое. И если оставить этот народ без войны, без депортации, без там попытки покорения Кавказа, это я перечисляю в обратном порядке события, которые происходили. Возможно, через 200 лет мы тоже придем к тому, что каждый человек сам решает. Если люди поймут, что они могут выжить без тейпа, не знаю, без всех вот этих 500 родственников, тогда изменить и положение ЛГБТ-людей, и положение женщин Чечни, и положение наших правозащитников, и тех, кто выходит с единичными пакетами, может изменить только изменение режима. Власть должна меняться. И ситуация в стране должна меняться. Пока не будет изменений здесь, не будет изменений там. Я очень уважаю чеченский народ, просто очень. И я не хочу говорить какими-то примитивными, судить стереотипами. Ты понимаешь, это не мой дом, это чужой дом, это чужая семья. Поэтому, когда я прихожу к кому-то домой, я стараюсь как-то вот, ну, знаешь, там, ничего не разбрасывать, не расшвыривать, ну, понять, что это чужой дом. Да. Это дом, переживший то, что сносили этот дом несколько раз, понимаешь, его там полностью разрушали. И вот они как-то пытаются выживать. Эти вопросы, они на самом деле самые ужасные, одни из самых ужасных, потому что и для людей, живущих в России, и для людей, живущих за рубежом, ни Чечня, ни Северный Кавказ в их представлении не являются частью Российской Федерации, а это часть Российской Федерации. И то, что происходило в Чечне, на самом деле дало очень большой толчок и отклик всему обществу в Центральной России. Это разрешение на охоту на людей. И отклик был, мы видим, высокий рост насилия сразу, да? Мы видим отказ расследовать преступления против ЛГБТ-людей в Центральной России, мы видим использование каких-то нелепых абсолютно статей против ЛГБТ-активистов и просто ЛГБТ-людей. И просто Центральная Россия медленнее реагирует на все эти посылы. И что очень важно, Чечня является частью регионом Российской Федерации. Никто не будет осуждать в Москве Чечню за это, потому что власть давно отдала местному руководству все узды правления. Здесь какой-то должен быть договор, я не знаю, к господину Кадырову ездит много всевозможных звезд. И эти звезды там пиарят всевозможные мероприятия и так далее, и туризм. Звезд сами геи при этом. Может быть. Просто разговор, ты понимаешь, разговор, он не здесь и не сейчас должен происходить. Он не на этом уровне вообще точно. Потому что во главу угла мы должны с тобой ставить жизнь и спасение людей.
Получается так, что новые подростки, которые вырастают, они знают про эти убийства и пытки, и они точно уже никогда не будут открытыми и никогда даже не постараются не попасться. Постараются. Таким образом, цель, которую Кадыров поставил, более-менее должна быть теоретически достигнута. Геев в Чечне нет. Я правильно понимаю? А как? Дело в том, что есть эффект, такое воодушевление, потому что они заговорили. Мы в 2017 году даже представить себе не могли, что будут заявления и будут откровенные, совершенно как у Джабраилова, вот эти признания о том, что с ним было там, что он сейчас в безопасной стране живет, и он не готов молчать и не готов бояться. Вот этот эффект, он будет нарастать. Я в это верю. Иначе вообще не стоило ничего и затевать. Я уверена, что будут новые материалы об этом. Этот опыт переоценится. И молодое поколение, все равно этот прогресс его нельзя остановить. Так же, вот, пожалуйста. Это один акт пьесы, нет, Карен. Так не будет. Они все равно найдут выход. Это вообще люди, которые даже к нам-то обращались. Это на самом деле герои. А ты не боишься оставаться в России после всего этого? Я не знаю, я устал бояться. Пока мне кажется, все... То есть я не вижу какой-то ощутимой перемены, что что-то произошло и что мне надо куда-то бежать. Да, срочно. То есть вообще никаких знаков опасности? Я так скажу, я не думаю, что эти знаки вообще будут. Если хотят что-то сделать, то вряд ли мне будет за это, оповещать заранее, присылать какие-то угрозы или что-то еще. Я когда ложилась спать, это, наверное, глупо, но я до утра молила Бога, чтобы я проснулась в мужском хотя бы теле, чтобы мне не приходилось вот так делать. Мне не хотелось им врать. С родителями ты не общаешься? Нет, не общаюсь. Ты простила их за все, что произошло? Я хочу, чтобы, наоборот, они меня простили. Потому что я не такая, как остальные члены моей семьи. Я другая. Я молилась, я всячески пыталась пообщаться с парнями, полюбить. Я хотела, чтобы в моей семье не было за меня стыдно, и я не хотела быть вот этим позором, которым называют таких, как я. В моем случае, в том зале, где я стоял, они говорили, чтобы они смыли позор с семей, с Чечни, то есть убили нас. Знаю пару историй, точно не знаю, что случилось. Предположения мои не самые хорошие просто. А у тебя есть связь с твоими родными? Да, есть, но я не хочу об этом говорить, потому что они пережили и так много. На английском это embarrassed, это слово, они стесняются этого всего. Они не отказываются от меня, и они никогда не будут отказываться. У меня есть связь с одной родственницей моей, но мы как общаемся? Мы вообще никак не комментируем, не обсуждаем мой уезд, зачем, почему, куда. То есть как будто вот этого всего не было, и как будто я всю жизнь жила там, где сейчас живу. Но мне этого достаточно. Мне хорошо просто то, что я могу слышать родной голос. Я обожал свою семью, я заботился о ней, я посвящал себя ей. Да, я скучаю, да, я их очень сильно люблю. Да, я бы хотел проводить время с ними, но они очень далеко. Этот позор, который я боялся пережить всю свою жизнь, и наконец-то пережил. И знаешь, было облегчение, что твоя семья узнала, что твои односельчане узнали, что те люди, которые похитили, то есть все они знают, что я гей, стало легче. И да, когда я сделал каминг-аут, уже сам, а не с их помощью, и настойчиво причем,
они мне, ну вот, сделали плохо, они мне травму там избили физически, у меня тело было все синее. Они столько всего плохого сделали, и плюс ко всему, вот мне кажется, мне нужно было, наверное, вот так принять себя рано или поздно, но это случилось таким образом, за что им, наверное, спасибо. Я не знаю, я, наверное, благодарен даже. Меня подтолкнули к тому, чтобы я принял себя вот полностью. Я не знаю, может, если бы этого не случилось, то я ходил бы, притворяясь, что я натурал, кем я не являлся никогда. И, наверное, пытался бы жениться на какой-то девушке, сделать ее счастливой, там, играть эту очередную, я не знаю, неправду. Я надеюсь, что таких историй, как моя, что из-за того, что парень гей или девушка лесбиянка и не были поняты своей семьей, не повторится. Все это время, пока я монтировал, снимал все это и готовил этот фильм, мои друзья меня спрашивали, не боюсь ли я, не страшно ли мне, что меня побьют, убьют, заставят извиняться, как заставляют извиняться всех, кто говорит что-то не очень хорошее про Чечню. Ну, насчет побьют и убьют, тут уж либо да, либо нет. И я, знаете, родился и вырос в Иркутске в 90-е. Я гей, и к таким вещам я, в общем, уже отношусь философски. Либо да, либо нет. А что касается извинений, то, в общем, меня не нужно заставлять. И пока я снимал эту историю, я понял, что я готов искренне сам извиниться перед всеми геями и лесбиянками Чечни, перед всеми женщинами Чечни и, в общем, перед всеми мужчинами, перед чеченцами в целом. Потому что мне кажется, что мы в некотором смысле виноваты в том, что там происходит тоже. Это даже не вина, скорее, это ответственность за все, что там происходит, в частности, с ЛГБТ-людьми. Потому что и эти войны, и вообще это отношение русских людей, россиян к чеченцам, оно не сильно отличается от отношения всего остального мира, американцев и остальных, которые не очень понимают и не очень интересуются всем, что там происходит. Нам всем всегда было слишком все равно, что там творится. И, конечно, сейчас говорить о правах отдельно геев и лесбиянок, не говоря о правах людей вообще в Чечне, совершенно невозможно. И именно поэтому я чувствую свою ответственность тоже за все, что там происходит. И прежде чем обвинять и судить о ЛГБТ, об отношении чеченцев к ЛГБТ-людям, сначала, мне кажется, важно поговорить об отношении россиян к чеченцам и отношении всего мира к чеченцам. Как говорила Светлана Ганушкина, это не оправдывает, но это многое объясняет. И здесь я совершенно искренне, конечно, должен попросить прощения. Они шайтаны, они продажные, они не люди. И будьте они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Путин! 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 Родина Ахмад Хаджи, город, что восстал из пепла. Грозно не приемлет лжи, здесь моя сила только крепла. Ла-ла-ла-ла, бусум басанов течет.